Привет, дорогие друзья и недорогие недруги. Сегодня уже 14 декабря, еду на запланированное интервью с клиентом и по дороге решил ответить еще на ваши вопросы, которые оставляете в комментариях по поводу легализации. В Аргентине это, конечно, тема сейчас животрепещущая. И штука в чем? У меня все было классно, потому что с самого начала я легализовывался через рабочую визу в моей компании. Однако, поначалу, первые 2 года, их вообще никак не смущало наличие у меня судимости в Беларуси. А потом вдруг, после того, как к власти пришел Милей в конце 23 года, и мы как раз ровно в конце 23 года уже с супругой подались на получение гражданства, миграционка вдруг решила не продлить мой ДНИ, так называемый. Это вид на жительство, такая карточка, которая на год выдается. И с этим начались проблемы, потому что процесс мой получения гражданства просто встал на паузу. В суде так и написали, что будем ждать прояснения ситуации по легальному статусу. Компания оплатила адвоката. Мы с адвокатом подали апелляционную жалобу на решение миграционки. Но прикол в том, что здесь же процедура такая, что ты сначала подаешь в непосредственный орган, который это решение принял, на твой взгляд, неправомерное. И этот орган должен оценить твою жалобу и либо пересмотреть, либо отказать, как они и сделали. И вторая апелляция подается снова туда же, только в вышестоящий орган, там, типа в главную дирекцию миграционки. Они даже тоже, не перепроверяя никаких фактов, ничего, сказали: да мы же уже рассмотрели, все, до свидания. И вот на этом все как будто бы закончилось. Ну, по крайней мере, компания Globant решила уже дальше меня не сопровождать. И я нашел адвоката сам, миграционного. Мы с ней, в принципе, разобрались, собрали там определенные аргументы в виде того, что, во-первых, несоответствие сроков статей, которые есть в Беларуси и которые есть в Аргентине в законодательстве, это уже имеет большое значение. Во-вторых, то, что я уже здесь находился, и если даже вдруг Милей выпустил этот закон или декрет, он не должен был бы иметь обратной силы, потому что я уже находился здесь, я выполнил все требования по получению гражданства, никаких проблем быть не должно. Короче, у меня оставался последний шанс, ну или один из последних, это подать кассационную жалобу уже в, я так понимаю, Верховный суд. Называется рекурсо judicial, короче. И адвокат, которого я нашел, частный, за эту работу захотел $4000. Я подумал, что пока, наверное, я не готов такую сумму платить. И так сложилось, что поскольку трудовые отношения с Globant у нас прекратились, я вдруг стал резко безработным и, значит, не имеющим возможности оплатить частного адвоката. А закон Аргентины, он гарантирует защиту всем гражданам без исключения. И таким образом я направился, точнее, туда же непосредственно в трибуналь Judicial, по-моему, он называется. То есть это федеральный суд, который в Кордове находится. И там есть как раз-таки дирекция Defensores Publicos, то есть общественные защитники, адвокаты, которые выступают бесплатно. Меня сначала там пнули обратно, сказали: посмотри, у тебя там куча недвижимости, 2 машины, ребенок ходит в самую дорогую школу города, страховка там у тебя самая жирная, и ты просишь бесплатного адвоката. Но я сказал, что извините, друзья, это ресурсы, которые я не могу никак использовать, не могу продать, и это не ликвидные ресурсы. Поэтому, извините, вы должны мне помочь. Я, конечно, пробежался по их направлению, по нескольким другим инстанциям, и все они мне сказали, что это точно не к ним, они некомпетентны, и нужно возвращаться как раз обратно в этот трибунал. Что я и сделал. И адвокат взял мое дело, и мы запустили этот рекурсо judicial. Адвокат сказал, что нужно набраться терпения, это могут быть месяцы рассмотрения этого дела. Я поинтересовался, нет ли каких-то установленных законом сроков, как, например, в наших странах, что
такое-то там заявление рассматриваться должно столько-то, такое-то заявление должно рассматриваться столько-то. Он сказал, что нет, у них таких требований нет, и надо просто набраться терпения. Вот, поэтому терпим. И самое главное, что адвокат меня успокоил тем, что говорит, ну ты не переживай, это могут быть месяцы, и даже в случае какого-то негативного сценария, то есть если тоже откажут, то можно будет подавать еще выше, и там это уже будут годы. Ну, короче, я настроен позитивно. Мы приехали... подожди, давай. Итак, мы приехали к Артему, имя изменено по просьбе клиента. Значит, вот находится здесь департамент полиции, здесь все безопасно. Когда я первый раз приехал на осмотр этой квартиры, ровненько вот в соседней квадре винтили чувака, наручники ему за спиной застегивали, так что точно безопасно. И сейчас Артем нам расскажет про свой опыт покупки недвижимости здесь, в Аргентине. И вот, что ты, Артем, хотел сказать? Привет. Привет. Всем привет. Первый самый главный момент при выборе недвижимости, учитывайте ее расположение в плане шума. То есть здесь, казалось бы, район довольно безопасный, здесь все, везде камеры, да, ну то есть я не обращаю внимания в первую очередь на наличие камер, сколько на отсутствие на витринах решеток. Решеток. Да, это самый из таких важных моментов, которые... Подожди, вот это витрины? Ну, то есть, собственно, да, это клинику, вот, далее барберия. Ну да, решеток нет, и правда. И поэтому это как из таких моментов, да, есть некоторые. Закрывается, но это ничего. Вот. И второй момент это шум. Второй момент шум, обращайте внимание на выход окон на проезжую часть. Если у вас окна выходят на проезжую часть, то в первую очередь стоит задуматься о смене, то есть стороны. Вот этих вот окон, которые окон металлические, да, на пластиковые. То есть либо это стоит зашить сразу в бюджет, либо выбирать в сторону внутреннего дома. Я думаю, что еще, кстати, по этой причине во многих объявлениях указывается, куда выходят окна. Есть, называется, френте и контрафренте. Френте — это передняя сторона здания, контрафренте — это как раз задняя сторона. Да, да. Просто судя по Европе, да, вот в Европе с этим гораздо лучше сделано то, что есть ограничение на шум автомобилей, да, после Европы ты приезжаешь сюда и нужно учитывать эти вот моменты. Потому что я изначально не учел их, но буду решать их впоследствии уже жизни, впоследствии установки окон и прочее. Угу. Ну вот, кстати, про безопасность ходит у нас полицейская, патрулирует. Все четко. Здесь полицейская, у них есть такая точка, да, вот, где они патрулируют. Да. И это каждый день, то есть они меняются по графику. Да. Они меняются здесь. Всегда я вижу их, то есть до 12 часов, либо даже до часа ночи они здесь стоят. О, классно. Слушай, ну мне нравится. Когда мне негде будет жить, я сюда со своим матрасиком приду, вот здесь лягу. Да, зайдем, посмотрим. То есть сам подъезд без решетки, без... Да, вот, Кстати, тоже, да, вот интересно, действительно сравнить, я не сразу обратил на это внимание. Вот риэлтор рассказывал, когда приходили мы, что очень узкий проход, и те, кто велосипеды носят, велосипедами своими стены портят. Мы заносили матрас 2 метра 80. Ага. Здесь заносили. Это было очень сложно, но у нас, в принципе, получилось. Слушай, я представляю, тут же еще и потолок довольно низкий получается в этом проходе. Подожди, это ты покрасил стены уже? Нет. Ну ничего себе, как меняет, слушай. Ну что, показывай, что ты успел изменить в квартире с момента покупки. Первое, это первым делом я взял кровать. Кровать с матрасом, подголовником. То есть... Так, а ты эти модули вот так поставил? Ага, я понял. То есть, так как... Тут просто я покажу зрителям, что кровати здесь делают, как бы не отдавая большого значения самому корпусу, потому что основную функцию выполняет матрас. Если вы берете хороший матрас там,
с пружинами, с какой-то жесткой конструкцией. Его хоть на пол положи, тебе будет одинаково комфортно. И поэтому вкладывать еще деньги в то, что под матрасом, не имеет никакого смысла. И здесь делают для удобства транспортировки двумя такими вот частями. Они друг к другу никак не крепятся, просто вот стоят на полу и все. Матрас этот вышел с кроватью прям овер дорого, овер. Ну вот, блин, зря ты не обратился. Я тебе не посоветовал этот гайд поселенца и контакты ребят. Баусинг называются, они производят сами, у них бесплатная доставка, они являются также дистрибьюторами техники бытовой, которая может получиться дешевле, чем в магазинах ты найдешь. И они сразу тебе все привезут одной пачкой и помогут даже доставить на это самое. Ну, да, я не обратился, но вот я поехал просто, как мне посоветовали, на Ля Роха. Это что, рынок какой-то? Да, это вот это в центре, это рынок. Ты мне скинешь локацию, я в видео прям вставлю. Да. Вот, нашел там магазин, первый попавшийся. То есть, Ага. я зашел, пообщался с продавцом, он мне показал варианты, назвал цены. Ну, так как мы проводим 1/3 своей жизни во сне, Так. поэтому я решил просто не экономить и просто взял вот это вот, собственно, все, и это вышло порядка миллиона. Ого! Миллиона. 240 долларов примерно. Это у тебя 160 или 180? Это 2 на метр 8. 2 на метр 80. Вот от 240 долларов стоят полностью комплекты в Баусинге. Короче, Ну, собственно, ну, матрас мне понравился, он, да, он чудный, он прекрасный, он хороший. Ну, да, я- миллион это получается Понятно. в долларах где-то 600-700 Порядка 700 долларов, где-то Да. плюс-минус. при курсе 1,5. Следующее, что это я взял себе рабочее место, пока что так, ну, то есть дальше будет, потому что... Да, давай уточним, чем ты занимаешься. Я занимаюсь всем, чем придется. Короче, ты удаленщик. Да, скажем так, я удаленщик, мне важен интернет, мне важно... 3 телефона. Ну, это только основные, еще есть дополнительные. Ничего себе. У тебя что, колл-центр на дому? Стол я брал в классике. Слушай, ну стол интересный, кстати, металлическая конструкция и только деревянный верх. Это вот уже было, если будет видно заметно, то это подумалось. уже было, мне уже привезли такой, я уже им написал за это. Ну как, это же новая мебель в теории должна быть. А вот так вот получается. Ну, слушай, я тебе хочу сказать добро пожаловать в Аргентину. Здесь вот это вообще не считается ни дефектом, ничем. Это всего лишь эстетика, друг мой. В общем, весь комплект будем оценивать где-то в 600 тысяч. 600 тысяч это 400 долларов. Вместе с тумбочкой? С тумбой, да. И Ага. плюс еще должны привести подсистемный ввод, подставку колесика. По сравнению с ценами, которые, опять-таки, я возвращаюсь в европейские цены, и я начинаю понимать, что это дорого. Ну, в общем, да. Если надо подешевле, надо искать. По ванной, в принципе, я еще ничего такого не делал. Я пытался заменить Решетку? саму решетку, да, но там болты прикипели, да, то есть из того, что не получилось, и сейчас мне нужно купить шуруповерт, высверлить их. Ты бы сказал, я бы привез тебе. Ну, шуруповерт в принципе нужен в хозяйстве, и поэтому, да. Здесь отломана была эта штучка, упор, то есть она должна была вот так зацепляться, но тут уже старая, просто, видите, она проржавела. И ты собираешься все равно менять все окна, я так понимаю. Здесь в любом случае пластиковое окно нужно поставить для нормального проветривания, Ага. то есть по-любому, ну, потому что оно уже и так отломано. И Да. я посчитал, что здесь пластик, и в комнате, то есть из первых сейчас приобретений, которые будут в квартиру, следующие, это пластиковое окно в ванную, пластиковое окно в спальню. Самое важное. То есть если работать я могу при шуме, окей, то спать... Да, расскажи-ка то, что ты, когда узнал, что у соседей ребенок, ты подумал, что это плюс. Да, изначально, то есть я всегда смотрю на то, что там, если молодежи, да, подо мной жила какая-то молодежь, то я сразу понимал, что будут тусовки, это будет шум, это будет что-то еще, то есть все. А молодежь живет здесь, вот, через стену. Ага. И вот от них как раз таки меньше шума, чем от ребенка. От ребенка что? Но ребенок играет в футбол до 24:00 в этом здании можно.
Это разрешено администрацией, поэтому до 24:00 мне нужно теперь перестроить немножко свой график. Ага. То есть ложиться спать примерно там чуть позже. Ну все нормально, мы к этому привыкли. Холодильник. Samsung. Samsung, да, то есть я выбирал между местными брендами Filco, Bigiaccia, да, вот эти вот Да. местные бренды, но я все-таки предпочел как-то бренд все-таки. Да. Я приобретал его в Фравеге. Так, и сколько обошелся холодильник тебе? Холодильник 1 200 000. $800. Стиральная машина Filco, потому что самсунговские стиралки за 1 000 000. Пока что я ее здесь поставил. Ну, в принципе, у меня есть планы по поводу кухни, изменить ее, сделать ее максимально функциональной, потому что я вчера впервые здесь готовил, Ага. и это было довольно сложно. Это Почему? что, рабочая область. Вот это вот Коротенькая. всё, то есть на этом все заканчивается. То есть пока что-то там нарезать, что-то Да. кухня компактная, но места нет. Поэтому А холодильник ты сюда не думал поставить? холодильник в приоритете, да, в будущем перейдет сюда, он станет здесь. Стиралка, скорее всего, останется здесь, но я хочу переделать сам вот этот весь уголок, заменить это все, сделать столешницу с переходом. Далее вот сюда, Так. тем самым увеличив рабочую область. Да. Здесь, возможно, еще станет микроволновка там. Да, потому отлично. что даже если я ее здесь поставлю, здесь вообще будет невозможно что-либо готовить. Слушай, смотри, Да. такой, может, я тебя перебил, извини, конечно. Совет. Я вижу, ты парень рослый. Какой рост у тебя? 1,86 м. 86, у меня 88, и я, когда в квартире в Беларуси делал ремонт себе, я решил отходить от стандартов высоты столешниц, потому что стандарт 90 сантиметров. А штука в том, что Ты вот так, вот так. человечество за последние 100 лет выросло в среднем сантиметров на 12. И этот стандарт уже давно пора бы обновить, потому что я постоянно сутулюсь из-за того, что проходы низкие, из-за того, что столы низкие. Я себе в квартире сделал 100 сантиметров, и я был просто счастлив. Сейчас я здесь снова сутулюсь, поэтому смотри, тебе даже не нужно будет. У тебя как раз стиралка не встраиваемая. Если ты сделаешь высоты 100 сантиметров, у тебя будет просто удобно. Единственное, что тебе просто надо будет приподнять газовую плиту на каких-нибудь ножках. И все. Газовую плиту буду менять. Я отвык от газа, я просто не знаю, насколько здесь проводка позволит ее поставить. Тоже вопрос. И по тарифам, ну хотя индукция не должна кушать много, но газ все-таки дешевле тебе будет. В духовке, в индукции, проще готовить. 4 года я отвык просто полностью. Я понял. И, возможно, я бы в планах вообще убрать это окно, сделать какую-то функциональную здесь просто полку. Слушай, как-то это все. Смотри, вот как раз это к вопросу, который я хотел тебе задать. За твоей стеной сейчас перегородка толщиной в 1 кирпич, которая разделяет эти два помещения. Но в современной культуре мы обычно уже кушаем и что-то смотрим за столом. Обычно. Поэтому здесь само напрашивается окошко раздачи. Ну, типа, можно сделать барную стойку. С этой стороны даже стульчики поставить. И здесь у тебя получится логически, допустим, холодильник. Ты достал, что-то тут приготовил, помыл. Ну, в смысле, подготовил к готовке. Здесь приготовил. Здесь еще, может быть, рассервировал. И выставил на барную стойку, за которой можно либо сразу садиться кушать там, либо с нее брать и нести на стол. И смотри, как раз, если ты здесь окно это замуруешь, но здесь у тебя будет этот проем, свет будет попадать из этого окна в это помещение. Как вариант, но есть момент с разделением все-таки, да, вот когда ты что-то готовишь, этот весь жир, он будет не только тогда задерживаться в этой комнате, он будет дальше. Так, а вытяжки нету? Вытяжки пока нет, но в принципе под нее-то есть выход, то есть можно его, я так понимаю, я в этом не разбираюсь, но я думаю, что можно совместить. Тем самым здесь все трубы перекрыв полками. Интернет, что самое главное, нужно учесть, если вы удаленщики. Потому что здесь, когда вы будете подбирать недвижимость, обращайте внимание, какие провайдеры в этом доме есть. Потому что в этом доме только персональ. Персональ в районе Альберти не везде есть фибра. И у тебя коаксиальная в итоге. Заходит коаксиалка. Но скорость до 300 мегабит, по-моему, там позволяется. Из
моментов стоит учитывать, что при коаксиалке пинг высокий, задержка высокая. По Аргентине скорость, вот сейчас, если замерить, да, примерно 100 на 100. Я был приятно удивлен, то, что сотку На отдачу. Значит, есть потенциал, и, возможно, Да. они все-таки сделают по коаксиалке 300. Но пинг довольно высокий. Если работаете на Европу, то стоит это учитывать, что на Европу будет пинг порядка там 300. По Аргентине, да, здесь по Латинской Америке я по серверам проверил, в принципе, пинг довольно нормальный. Хорошо. Ну, по квартире все или есть еще какие-то у тебя такие ценные прям наблюдения, которыми ты хотел бы поделиться? В плане, если это верхний этаж, то сразу же готовьтесь к кондиционеру. Жарко, да? Очень душно. А ты пробовал, если открывать сквозняк, например, делать? Вот у тебя даже сейчас довольно душно, если мы откроем Да, если окошко. откроют, сейчас просто немножко двери начнут закрываться. А. Тут вот такие старые системы, металлические окна. Они уже и начали ржаветь, но... Руки не дошли, чтобы их еще пока что помыть. Но в целом, если бы их заменить, было бы, конечно же, лучше. Нюанс того, что нет нам привычных функций окна, да, На проветривание открыть. Все, да, то есть стоит только вот так вот открыть окно, будет идти дождь, вся вода будет, естественно, здесь. Большое документальное видео о том, как в Аргентине работают с осадками. Вода, которая очевидным образом падает сверху, с неба, остается на, так сказать, плоской крыше. Может быть, там был специально задуман такой бассейн для вот этого блока кондиционера, не знаю, либо для электрической сетки и для кабелей, которые там купаются. Но думаю, скорее это погрешность местных работяг, которые не всегда помнят о том, что вода течет сверху вниз. Посмотрим крышу сейчас. У Артема последний этаж. Здесь этажи, я напомню, считаются не с первого, а с нулевого. То есть нижний этаж всегда нулевой, и там редко располагаются квартиры жилые, а обычно всякие сервисные помещения. Да, плянта баха. Ну, кстати, приятный такой ветерок. И несмотря на то, что это здание не самое высокое здесь, в округе, но все же какой-то обзор есть. Так, что ты хочешь рассказать по крыше? Так у них работает гидроизоляция. Это вот я со своей стороны хочу сказать, что технология в Аргентине не предполагает обычно использование каких-то дополнительных материалов с такой резиновой или там мембранного типа. Они обычно просто используют так называемую жидкую мембрану. Просто если у них начинает течь вода через крышу, они говорят, это надо просто покрасить крышу. Имеется в виду покрасить вот такой жидкой мембраной. Просто кисточкой мазнуть и все. В то же время в некоторых домах, и в том числе в новом доме, который я купил, на крыше используется такая, как рубероид толстый с алюминиевым таким покрытием. Это тоже получше решение, но оно тоже не столь долговечно. Короче, технология в этом плане здесь немного отстает, и если крыша плоская, будьте готовы к тому, что могут быть протечки. У тебя есть протечки? Нет, абсолютно. Протечек нет, и в принципе, судя по... Я в этой квартире нахожусь уже примерно 15 дней, да, с момента приобретения. За это время уже было несколько дождей нормальных, вот, протечек не было обнаружено. В этом плане проблем нет. Единственное, я сейчас вот озадачен вопросом, белевые веревки это общие или Просто бери и пользуйся. сам себе? Просто бери и пользуйся, не заморачивайся. Не подписано, значит общее. Отношение, конечно, к покраске. К эстетике. Да, хотелось бы, чтобы это было, чтобы это выглядело вот. Но это же не очень хорошо. Ну, видишь, это вот нашему глазу, который привык к перфекционизму, это все, конечно, очень непонятно. Но интересно, что местные привыкли, и они этому реально не придают никакого значения. То ли потому, что они не поднимают голову вверх, когда идут по улице, то ли потому, что это действительно всего лишь эстетика, и может быть, типа, я не знаю, я пытаюсь их просто оправдать или понять. Предлагаю гипотезы. Например, если здание будет чисто белое, ну это же скукота,
Так ты как картину можешь разглядывать бесконечно, вот эти узоры все, да, градиенты. Вот, пожалуйста, там можно находить постоянно какие-нибудь портреты людей, еще какие-то сюжеты библейские. Ну что, пойдем, вот отсюда видна пляса Колен. Я как раз совсем недавно здесь смотрел квартиру, ты, наверное, видел в моем предыдущем выпуске, в одном из домов напротив вот того административного здания. Кстати, да, что ты вообще можешь сказать по поводу этого района? Вот ты здесь живешь, помимо шума, тебе с точки зрения логистики, инфраструктуры, как себя чувствуешь? С точки зрения логистики, инфраструктуры, если у вас есть возможность установить себе приложение Uber и пользоваться, в принципе, довольно дешевым такси, Да. то это прекрасно. Я на автобусах до сих пор не езжу, у меня нет карточки с Uber там и Ага. прочих. Я пользуюсь такси, и если я в магазин еду в Carrefour, да, например, в какой-нибудь, я был в Либертаде, в Карифуре, Ага. в ряде других гипермаркетов, да, везде я езжу на такси, это не выходит слишком дорого. Здесь в самом деле такси дешевое. Да. Ребята, кто-то в комментариях спрашивал, есть ли православная церковь. Я не знаю, это православная ли, нужно будет... Ортодокса, да, православная, пожалуйста. Ортодокса это значит православная. Смотрите, как симпатично выглядит. На улице Санта-Роса находится. Погодка снова портится. Мы с Артемом пришли на плясу Колен. Пляса это площадь. Здесь посмотрите, как мило. В центре есть такой фонтан. Он сейчас, правда, не работает. Но как достойно все исполнено. И здесь мы обсудим с Артемом вопрос, который сейчас очень многих людей мучает, потому что в мире такая ситуация довольно напряженная. Ты покинул Украину. Какой у тебя опыт был после этого? Где ты еще успел побывать? И что тебя именно привело сюда, в Аргентину? Смотри, в первую очередь Говори, пожалуйста, чуть погромче. Я был в Европе. В Европе я поездил по разным странам. Остановился на одной из них, это страна Европейского Союза, это Болгария. Я Да. был в Болгарии. Я прожил там фактически 4 года, находился в Болгарии. Я был в Германии, я был в Италии, в Польше, в странах Сербии. В Сербии был, посмотрел, собственно, да, что везде протекает, поэтому, ничего, это такие спартанские условия, которые уже Нормально. описали. Дождик тепленький, хороший. Да. Летний дождик, особенно после Европы, да, когда ты уезжаешь там в зимней курточке, садишься на самолет, а все, весь в зиме просто приезжаешь, Да, у нас и такое в было. Буэнос-Айрес начинаешь переодеваться просто. Да. Европа это что-то, если говорить про спокойствие, да, вот такой вот размеренный образ жизни, где хорошо встретить старость. Возможно, если так выразиться, некоторые страны Европы прекрасны для того, чтобы встретить там старость. Ага. Но чтобы жить, нужно двигаться, и нужно двигаться куда-то дальше, особенно в плане документов, в плане легализации. Европа не предоставляет таковых вариантов легализации, то есть можно там открыть фирму, через фирму пытаться, но в общем процесс примерно, по моим подсчетам, идет примерно лет 8 на получение Паспорта. паспорта какой-либо из стран Европы. То есть, но для того, чтобы там находиться, это нужно же иметь легальный статус, то есть нужно отказываться украинцам от временной защиты Ага. и то есть начинать там, чтобы работодатель похлопотал за тебя, да, Да. вот все эти моменты, открывать фирму, что-то думать. В Аргентине здесь все намного проще. То есть здесь по приезду я пошел в миграционную службу. В миграционной службе мне все мило улыбались, мне все были рады абсолютно. Тут давайте я от себя добавлю сразу, что в Аргентине действует просто, как во многих других, наверное, странах, для украинцев особая гуманитарная программа, где реально упрощенный режим получения вида на жительство. Насколько тебе сразу дают? На 2 или на 3 года?
2 либо 3. Я вот до конца. Я не Короче, выяснил. если мы, например, получали ДНИ сразу на 1 год, потом еще на 1, то украинцы сразу получают на 2 или 3, и у них процесс происходит максимально гладко, потому что есть такое соглашение. Об Аргентине изначально я узнал, я попал в первую очередь на твой YouTube канал. Ага. Вот. Посмотрел. Потом я нашел миграционного адвоката. То есть Аргентину я рассматривал в течение 2 лет. Находясь в Болгарии, я 2 года смотрел. То есть я застал те цены, которые были раньше. Да. Я смотрел ролики, думаю, здесь Пооблизывался. прекрасно, здесь дешево, здесь все супер. Вот. А потом я увидел, что цены начали уже расти. То есть, Да. естественно, там не стоит там рассчитывать на то, что там аренда недвижимости будет стоить дешевле, чем в Европе, то есть она будет стоить на уровне европейских цен. То есть Ну вот подожди, вот, кстати, интересный вопрос, потому что перед тем, как уехать из Беларуси, мы рассматривали, например, Польшу как вариант, еще до начала конфликта, и уже тогда даже цены были в той же Варшаве на аренду однушки, по-моему, типа $800, если двушка, это типа 1000-1200, не подходи. Что по другим странам? Вот, например, в Болгарии сколько стоит аренда сейчас? В Болгарии двухкомнатная квартира до $500 будет стоить. Это то есть 1+1. То есть если мы говорим кухня-гостиная, кухня-студия. Не, давай по плюс спальням комната. считать. Пока, если две... Если 2 спальни, $600. 600, $600 ага. будет стоить. Вот. Ну, здесь примерно такие же цены, в принципе. Примерно, да. Если говорить за рядом все страны Балкан, да, Балканского полуострова, Да. то плюс-минус цена будет такая же. То есть в районе $600 за 2 спальни выйти средний. Европа, прям Европа, которая, да, возьмем Германию, Да. в евро 3-комнатная квартира в евро 700 евро в Германии. Да. Это вот, я не знаю, у меня просто нет знакомых тех, кто живут на пособии, у меня, в принципе, все работают, Да. самостоятельно платят. Но ценник примерно будет тот же самый, что и в Европе на недвижимость. Ага. Все равно, то есть ориентируйтесь, не рассчитывайте на то, что здесь будет прям, вы приедете и за $200 вы будете снимать. Нет, то есть эти цены закончились. Слушай, ну интересно, знаешь что? Вот сейчас мы ищем квартиру, да, я ищу квартиру в покупку. И все варианты, которые я нахожу с арендаторами, они платят там, 200 тысяч песо, 300 тысяч песо, это $200. Но это старые контракты, которые 2 года назад были заключены. Но все равно 2 года назад это уже был конец 23 года, когда цены уже по сути подскочили. И у меня возникает вопрос. Я до сих пор не понял, каким образом получается, что русскоязычные, или вообще в целом иностранцы снимают жилье сильно дороже местных. То есть или местные ищут жилье в аренду на каких-то других источниках, типа Facebook Marketplace, может быть, которому мы не так много уделяем внимания. Но прикол в том, что местные все равно до сих пор умудряются найти сильно дешевле, чем мы. Да, то есть, из важных таких моментов, да, если когда в Европе, на Балканах, мы будем говорить о Балканах, да, там Болгария, Румыния, Да. если ты снимаешь квартиру, то эта квартира идет обычно с мебелью, полностью обустроена. Да. В Германии, да, то есть там будет на голые стены идти, как здесь, в принципе. То есть это стоит учитывать, что здесь нужно будет докупить технику еще, докупить мебель, необходимую в первую очередь. Мы просто привыкли, что в наших странах обычно квартиры сдаются полностью меблированные, какая бы ни была мебель, Да. но там есть. Хорошо, давай, знаешь что, перейдем, попробуем к вопросам. Вот ты теперь имеешь возможность реально сравнить свой опыт проживания, например, в Болгарии. Что реально из плюсов ты бы мог назвать в Европе сейчас? И Аргентину по плюсам и по минусам. Вот сейчас за первые... Ты уже, получается, сколько? 3 недели тут находишься, да? Да. Сравнить конкретно вот прямо сейчас я еще не готов, прям лоб в лоб, да, сопоставить там 2 страны, допустим, взять ту же самую Болгарию, взять ту же самую Аргентину и сравнить качество сервиса плюс-минус одинаковое везде, что в Болгарии, что в Аргентине вам нужно будет чего-то ждать всегда. Да. То есть это нормально, и
к Болгарии я привык, что там нужно ждать, там, ну, дня 3 подождать. То есть здесь маньяна это будет. То есть здесь, Ну, примерно так же, только на один день больше, да, да. судя по количеству маньяна. Нужно будет, да, ну, недельку подождать. То есть все хорошо, но нужно иметь терпение. Во всем нужно иметь Транквило. терпение, да. Возможно, я просто к этому приду, и я привыкну вот этому вот образу жизни местному, да, то есть что мы никуда не торопимся. Да. Мы делаем все не спеша, мы не работаем с часу до 5, допустим, днем, Да. закрываются кафе, то есть Да. невозможно зайти нигде там поесть, то есть это, ну, к этому придет, и я к этому, в принципе, я думаю, что я привык. Я вот хочу от себя добавить, потому что я уже почти 4 года живу в Аргентине, и вот это очень важный момент на самом деле. Я считаю ключевой, ради чего в принципе можно и стоит, наверное, рассматривать переезд в южные страны и, например, в Аргентину. Везде сейчас в мире происходит какая-то гонка. Ценности наши жизненные как будто подменились, и мы теперь как будто не работаем, чтобы жить, а живем, чтобы работать. И здесь, в Аргентине, это совсем не так. Здесь ценность номер 1 – это ваше здоровье, ваша семья, ваши друзья и близкие. И я не единожды видел, когда во время встречи кому-то звонит телефон, например, ребенок, человек абсолютно без зазрения совести, даже не прося у кого-то прощения, отвечает и говорит: да, сынок, что случилось? Это здесь нормально. И я считаю, что вот в чем-то нам можно и нужно поучиться у аргентинцев, потому что они живут спокойно, и они наслаждаются своей жизнью сейчас. И что интересно, у меня есть друг аргентинец, у которого живы мама и папа. Ему 66 лет, а родителям там по 90 с чем-то. И у его пары, которой тоже там порядка 60 с чем-то лет, ее родители тоже живы. Это говорит о том, что они просто спокойно относятся к жизни. Конечно же, и там многие другие факторы влияют. Но я про то, что ведь от нервов на самом деле очень много тоже там всяких болезней и всего прочего. И здесь как раз можно расслабиться и выдохнуть. И вот это то, к чему и все ведет. Транквило, друзья, транквило. А что вот по технологиям? Допустим, я знаю, что это еще один краеугольный камень, который сильную разницу прямо выделяет между разными странами. Аргентина, насколько вот я почувствовал, технологически в чем-то, не во всем, но отстает где-то на 15-20 лет по развитию, ну ладно, это может не технологически, в сфере развития там бизнесов, в сфере отношения к клиентам и так далее. Но что по части технологий, вот тебе чего здесь не хватает? В Европе, насколько я знаю, ты легко там заказываешь себе все, что хочешь, и получаешь это на следующий день. Здесь ты столкнулся с какими-то проблемами? В принципе, вот если мы уберем момент ожидания вот этого, да, то есть все прекрасно, да, по технологиям интернет, да, хромает, да, то есть пока у вас нет ДНИ, с вами провайдер не захочет заключать договора. Да. Единственный, кто мне согласился со мной работать, то есть в моем доме 2 провайдера, один предоставляет фиброоптику, Ага, второй оператор только коаксиаль персональ, да. и только персональ согласился мне подключить без наличия ДНИ. Ага. К этому вот эти вот моменты. То есть пока, друзья, вы без ДНИ, вам будет сложно. Вам будет сложновато. Хорошо. Ну, то есть, в принципе, по технологиям ты не можешь выделить каких-то существенных проблем. Да нет, после жизни в Болгарии здесь все в порядке, все хорошо. Я привык. Есть моменты, которые, да, там вот с ожиданием, есть моменты с интернетом, с этим всем. Но это все, это Я прекрасно, понял. все супер. Хорошо, а вот еще один очень важный слой – это отношение местных к тебе, тебя к местным. Насколько ты чувствуешь себя здесь комфортно в социальном плане? Смотри, я немного перед выездом я изучал испанский, так, базовый А1 уровень.
Я присаживаюсь в такси, Да. таксисты интересуются, откуда ты, то есть я сразу же говорю, что я там пока habla español, поэтому они такие, окей, все, вот они переходят сами на упрощенный испанский, то есть они, Ага. в принципе, если я не знаю какое-то склонение глагола, да, я могу просто сказать в инфинитиве, Да. и он все равно он поймет, это он примет, как это... Абсолютно нормально, согласен. прекрасно. Вот. Отношения личные. С момента выхода с самолета в Буэнос-Айресе я увидел улыбки на лицах таможенных служб. Да. То есть я не видел, чтобы там как-то пытались там, да, там смотрели криво-косо, вот вы там сюда едете, там понятно зачем, да, там все. Да. Пожалуйста, welcome. То есть я ни разу не встретил ни одного плохого человека за это время, находясь здесь. То есть все помогут. Они, даже самый вот такой вот момент был, даже если они не знают ответа на твой вопрос, они все равно будут пытаться тебе помочь каким-то Да, образом. да, найдут кого-то, это 100%. Да. Поддерживаю. Да. Поэтому здесь люди прекрасные. Прекрасные абсолютно. У меня вообще нет никаких либо вот, чего-то негативного сказать про людей. Я не стал. Я понял. Здесь Хорошо, ну давай смотри, вот в принципе я считаю, что, наверное, на многие вопросы мы ответили, но мне еще интересно для себя было бы знать, вот у тебя в целом какой план? Я просто знаю по себе, когда мы сюда прилетели, и мы страну еще не знали, мы не могли со стопроцентной уверенностью сказать, останемся мы здесь, или мы тут только на год, или вообще только на 3 месяца. У тебя вообще идея какая? Как ты рассматриваешь? Просто квартиру ты купил. По сути, ты как бы сразу начал с того, что пустил здесь корни. Понятно, что тебя это не привязывает к стране, и что ты можешь свободно там лететь куда-то, квартиру здесь можно сдавать, например. Это просто как инвестиция. Но в целом ты мог бы вот свою какую-то стратегию, свое видение будущего рассказать? покупка квартиры это в первую очередь как немножечко даже не то чтобы инвестиция, а то чтобы сохранить деньги. Это отличный хитрый способ действительно не отдавать деньги кому-то, а просто свои же деньги подморозить. Да, да. Впоследствии, если же, то есть я сейчас нахожусь в состоянии получения ДНИ, да, то есть у меня сейчас в миграционке мне выдали прикарию, Да. то есть я рассчитываю, что в течение 3 месяцев, ну это мои расчеты, Да. в течение 3 месяцев, если все будет хорошо, то я получу ДНИ. Все будет хорошо. Вот. И впоследствии я думаю, что я останусь здесь. Потому что я изначально ехал, я изначально знал, я изначально понимал, куда я еду, и знал, в принципе, некоторые трудности, с которыми я столкнусь. Я уже их ощутил на себе, и я был к этому готов. Просто, что изначально нужно подготовить себя и знать, чего вы хотите. Да. То есть, хотите вы здесь остаться, Аргентина вас примет с распростертыми объятиями, без проблем, вы останетесь здесь. А если у вас будут другие планы, вы здесь поживете некоторое время, поедете дальше. Согласен. Поэтому никаких проблем. Абсолютно. Вот мне интересно добавить, пока Артем говорил, мое наблюдение. Если видеть вещи не такими, какие они есть сейчас, а такими, какими они стали и в перспективе еще могут стать, если рассматривать страну не как конечный продукт, а как возможность, то Аргентина это, на мой взгляд, это отличная возможность сейчас, потому что то, что она находится на 15-20 лет позади от более развитых стран, той же Европы, это как раз означает, что у нее еще все впереди, и имея опыт жизни в тех странах, и имея опыт применения каких-то, я не знаю, там, если в сфере бизнеса мы рассматриваем применение каких-то там фишек, здесь непаханное поле, друзья. Страна огромная, здесь можно развивать любые ниши, и это классно. И если у вас подход именно такой, когда вы готовы что-то привнести от себя, что-то дать, то это отличный вариант, потому что немножко с неприязнью вспоминаю некоторые комментарии к еще к первому видео, которое мы выпустили на канале, обзорное про Аргентину, когда человек задает вопрос:
а что мне дадут в этой стране? Типа, а какое там пособие? А какое пособие на ребенка-инвалида? А что я получу вот тут? А что я получу в этом? То есть, когда человек рассматривает страну как ресурс, просто приехать и просто получать, ну, это, конечно, право каждого. И такое широко распространено в Европе. Я знаю, что очень многие мигранты как раз пользуются этими всеми программами социальными. Но есть люди, которые что-то делают, что-то привносят. И вот именно для этих людей я считаю, что это реально страна возможностей. Окей. Что ж, спасибо большое, Артем, тебе за участие в нашем выпуске. Я думаю, что мы с большего ответили на какие-то наиболее важные вопросы, которые сейчас посеялись в головах у многих мигрантов. Потому что, понятно, после начала конфликта многие не имели достаточно времени для того, чтобы провести осознанный выбор места, куда переехать. И кто-то поехал просто кто куда, и находясь все это время, наверное, не в том месте, где они реально хотели бы, они все же чувствуют, что где-то что-то не так. И я надеюсь, что мы этим выпуском в результате можем помочь, по крайней мере, сделать для себя выводы, кому сюда не стоит ехать, кому вообще не стоит рассматривать Аргентину, а кто, может быть, наоборот, будет в ней заинтересован. Да? Я тебе желаю удачи, у тебя точно все получится. Мне нравится твой подход, и ты очень классный показал пример подхода даже к аренде, что если у тебя есть какие-то накопления, это будет очень грамотно их положить, и ты уже, получается, за счет этой экономии, по сути, ты зарабатываешь. Так что я надеюсь, что это поможет многим другим взять такой пример. Есть возможность, приобретите, это будет уже ваше, вы будете строить свою жизнь, свое будущее, свои стены. Да. 100%. Удачи, счастливо. Мы, кстати, забыли поднять важную тему криминала, которая очень многих пугает на самом деле в Аргентине. Я сам, прежде чем сюда ехать, тоже начитался, наслушался, но имея опыт проживания, скажем, в постсоветской стране в 90-е, я что-то как-то не боялся уже. Ты как вообще к этому? Да, здесь первые ролики, если вы запустите, там будет сразу же сказано о том, что там, да вот там здесь криминал, здесь там выдернут у вас телефон, здесь там нельзя ходить. Там Я иду и ходить. снимаю на телефон сейчас. Да, то есть есть районы, где, возможно, не стоит ходить там с телефоном в руках, да, ну вас там не ждут, зачем вам туда идти просто, фактически. Да. Поэтому стоит соблюдать базовые нормы безопасности, которые вы соблюдаете даже в европейских странах. То есть да. Там точно так же. В Испании, есть, во Франции у вас выхватят дорогой телефон. Да. Я клиентам всем говорю, просто когда идете по улице, не размахивайте толстой пачкой денег дорогим телефоном. Дешевым можно, и не толстой пачкой денег тоже можно. Да, совершенно верно. Ну, если вы будете размахивать пачкой денег и в Европе у вас именно выхватят. То есть это обычная логика, элементарная. Да. Район Альберди, вот я по нему походил здесь, посмотрел его. Я вечером ходил в районе там 10-11. Это спокойный, безопасный район. Здесь полицейских очень много, тем более, что здесь, да, полицейский участок центральный. Вот я сам сейчас стал, если честно, больше к нему присматриваться, потому что расположение у него хорошее, и надо еще просто будет реально залезть на тот же Airbnb Booking, посмотреть, какое здесь предложение, потому что если предложение есть, оно, значит, обусловлено спросом, скорее всего. С Артемом еще просто между собой обсуждали тему этого района безопасности, потому что мне все-таки интересно купить жилье, соблюдая баланс, чтобы там и самому как бы жить можно было, но и в первую очередь, чтобы это было для туристов привлекательно и достаточно безопасно. И вот Артем рассказал, что он ходил в сторону центра, там вообще как бы все классно, но он ходил в сторону от центра и, скажи, вот ты наблюдал какую разницу? Собственно, как определить, я понял, что как выглядят районы, которые более хуже, которые ну, такие безопасные, да, можно так сказать. Да. Изначально я иду, появляются такого типа решетки. Да? Здесь это, мне кажется, это перебор в этом районе здесь, да, вот. Но дальше начнет появляться решетка.
В дальнейшем, чуть дальше я иду, начинают появляться вот эти все колючки. Колючая проволока, которая вверху, да? Или такие, я понял, колючки на заборе вверху, которые просто вот так торчат, чтобы Да, не чтобы, пролезть. чтобы уже не залезть, совершенно верно. Далее, если обратить внимание, вот здесь опять-таки витрины, то они Да, вот я только что снимал как раз. без каких-либо решеток, Да. там уже идут уже спальни с решеткой начинают. То есть по мере отхода от этого района, да, то есть решетки становятся просто толще. То есть это вот в направлении, получается, вдоль авениды Колон, туда на восток, прошу прощения, на запад. Там действительно похуже и похуже. И что дальше было? Далее я уже обращаю внимание на то, что лежат бомжи. Вот вдоль зданий они мне с улыбкой такие: ола, тут начали говорить. Я, естественно, ничего не понимаю, если не поздоровался, думаю, так, в дальнейшем я сейчас сверну и обойду этот район, лично дальше. Я просто был в поисках фрутерий. Когда действительно снова фрутерия. И фактически все это время, которое я передвигался, я шел вот так вот с телефоном, с навигатором, я шел по точкам, которые были на Гугле отмечены, магазины, вот такие села. Вот. И меня никто не выхватил телефон, не приставил мне там нож, не сказал, там, давай там свой телефон, там деньги, что и все. То есть, в принципе, безопасность, это, здесь нормально, здесь все окей с безопасностью, просто, если же даже у вас будет какая-то ситуация с тем, что там, отдай телефон, да отдайте вот этот телефон, он не стоит Или, денег. вот подожди, Да. вот тут подожди. Нет, да, смотри, я почему вообще включил сейчас запись? Ты когда стал рассказывать о том, что ты пошел в том направлении, и что с тобой произошло, я вспомнил, что я по соцам там жил первые 3 года. И я жил, получается, над рекой и ходил на работу в офис Глобанта как раз через Вижу, сам того не зная. Вижу Сибуру называется. И что интересно, я шел в банк с кожаным чемоданчиком, прямо через Вижу, такой ля-ля-ля. На меня так все смотрели, ничего. И во время записи одного выпуска за мной там увязался паренек, вот я сейчас еще раз вставлю этот фрагмент. Изучение вопроса безопасности того или иного района, который вас интересует. Вообще, тема безопасности в Аргентине довольно сложный предмет, поэтому мы рассмотрим ее вот в этом видео. Ссылка на него появится здесь. А здесь, в этом выпуске, мы для вас ответим на самые основные вопросы и поможем вам определиться все-таки с выбором района. Вот это запись с камер наблюдения на доме в центре Кордовы. Как видно, в темное время суток к одинокой девушке подбегает малолетка в шлеме, спрыгнувший с мотоцикла, и с горем пополам отнимает у нее телефон. Сейчас вот он вылетит. И в это же время подъезжает второй мотоцикл, с него спрыгивает еще кто-то, и у другой девушки тоже что-то отбирает на той стороне улицы. Затем грабители, так называемые, прыгают обратно на мотоциклы и скрываются. А это тоже центр города. Работает простая шпана, живущая неподалеку от площади Америк, в районе ГУМС. Подобным в Аргентине в основном занимаются несовершеннолетние, потому что для них не предусмотрена серьезная уголовная ответственность. А наказывать их самостоятельно может быть чревато для вас самих, тогда ответственность уже ляжет на вас. Как видно, щеглы переходят дорогу, а затем уже бегут с вырванной у женщины сумочкой при свете дня. Да я и сам, если честно, пока записывал второй дубль предыдущей подводки в опасное Вижу Сибуру, углублялся в нее все дальше и сам едва не стал жертвой. Но не тут-то было. Получилось довольно весело. Шаг номер 1. Изучение безопасности того или иного района, города, который вас интересует. Вообще, тема безопасности в Аргентине довольно сложный предмет, для изучения которой потребуется отдельный выпуск. И вот ссылка на этот отдельный выпуск. Здесь же мы поможем вам ответить на самые насущные вопросы и выбрать все-таки район. А когда вам удастся оттуда унести ноги, так ничего и не отдав тем, кто вас это будет просить или требовать, можно, переведя дух,
продолжить изучение вопроса безопасности районов. И я писал тогда на камеру Осмо, держал ее в руке, и он за мной увязался и стал у меня требовать телефон. В тот день мне просто не хотелось никаких неприятностей, мне не хотелось драться. Я понимал, что у меня сейчас в руке камера там за $700 она здесь стоила тогда. У меня телефон. Если я начну драться, я могу что-то разбить, сломать, и мне просто не хотелось. Плюс на их территории, за них там все, и стены, и деревья, короче, все. Я решил оттуда драпануть. Я просто развернулся и побежал. Он бежал за мной, этот парень. Мужичок, который стоял возле того дома, откуда он вышел, он мне пытался подножку подставить. Я подпрыгнул и вот так, как в мультиках, ногами вот так в воздухе перебирая, побежал дальше. Этот парень бежал за мной достаточно долго, и он еще даже, меня нагоняя, пытался мне подножку сделать. Ну, я это чувствовал, я знал, что он, скорее всего, это попытается сделать, поэтому я был готов. И он как бы по ноге мне ударил, я ее выхватил, и потом, когда я понял, что мы уже вне его сферы влияния, мы уже достаточно близко к такой, скажем, более оживленной улице, я развернулся, встал в стойку и начал прыгать. И тогда он испугался, у него ступор возник, то есть это был прямой разрыв шаблона. И он тогда просто отступил, развернулся и пошел во своясь.